уезжаю в командировку в Милан до четверга. Сегодня у нас вторник. И это последняя командировка в этом году. Скажем так, предпраздничная, предрождественская командировка. Уже на следующей неделе в Италии Рождество. Можно сказать, что работаем мы буквально последние денечки. Мне уже совсем скоро нужно выходить. Я уже практически собрала чемодан. Постараюсь показать вам, как проходит моя командировка. Постараюсь вам поснимать, по возможности показать вам Милан. Хотя в этот раз я на самом деле вряд ли буду прям в центре Милана, потому что мы будем в районе City Life. Это офисный центр Милана. Я, кстати, первый раз там буду. Погода сегодня, кстати, полный трэш. Мне нужно скоро выходить, а здесь дожди на витрина и вообще прям очень неприятная погода. Мне нужно с чемоданом будет как-то доковылять до станции, чтобы взять метро. Я поеду на вокзал Термини и оттуда уже возьму прямой поезд до Милана. Обычно я вообще-то последнее время летала. То есть у меня были командировки в Бари, в Милан, и я предпочитала брать самолет, потому что на самом деле для меня это удобнее. Я живу не так далеко от Фьюмичино, и на машине, на такси здесь буквально 15-20 минут до аэропорта, но в этот раз я почему-то решила усложнить себе жизнь и поехать на поезде. Ну, ладно, что есть, то есть. Покажу вам Термини и покажу вам, как выглядят скоростные итальянские поезда. В этом году вместо елки у меня такая Stella di Natale. Это такой цветок, я не помню, как он на самом деле называется, потом посмотрю. Stella di Natale, это переводится как рождественская звезда. И перед Рождеством здесь повсюду вы можете найти такие цветы. Они действительно очень-очень красивые, прям такие супер праздничные, и они бывают огромные. То есть я прямо сейчас прохожу иногда мимо цветочных магазинов, и они просто есть, чуть ли не ростом с меня. Ну, в общем, они абсолютно разных размеров. Их очень часто выставляют в подъездах, возле дверей, в магазинах. Они сейчас везде стоят, во многих домах. Это такой самый популярный рождественский у них цветок. Я первый раз его купила, не знаю, как долго он простоит. Вообще, в основном, его потом просто выбрасывают, потому что, насколько я знаю, он довольно капризный в уходе. Ну, посмотрим. Ёлки, короче говоря, в этом году у меня нет. Ну, я все равно в Рождество уезжаю, и на Новый год меня тоже дома не будет. Так что в этом году вот так. Чего и следовало ожидать, конечно же, мой поезд опаздывает пока что на 35 минут. Ну, это пока, то есть не факт, что задержка не будет увеличиваться потихонечку. Надеюсь, что нет. Сами понимаете, поезда в Италии, не только поезда, без опозданий здесь очень сложно, поэтому иду в бар и буду работать из бара и ждать поезд. Сейчас еще должен приехать мой коллега.
что, сделаем небольшой рум-тур. Приветик. Моя комната. Такая малышка. Я только что вернулась с ужина. Мы просто потрясающе поели в обалденном просто ресторане. Я реально осталась в восторге. Мы остались в восторге. Этот ресторан был добавлен у меня в сохраненке, в любимые на Google Maps. Я даже не помню, почему я вообще его туда добавила. Возможно, я увидела его у какого-то блогера в Инстаграме, и мы просто вот так вслепую решили туда пойти, и это было просто супер-супер топ. Итак, вот такая вот у меня комната, довольно маленькая. Это отель. Называется Enaka Collection. Я довольно часто останавливаюсь в этих отелях, когда я куда-то езжу в командировке, потому что они, это очень известная сеть отелей, и они, в принципе, всегда очень хорошие. Это 4 звезды, вот, но в этот раз прям комнатка такая маленькая. Так, у меня, кстати говоря, ванная. Это просто прекрасно, я супер рада. Я всегда очень-очень радуюсь, когда у меня в номере есть прям полноценная ванная, потому что в Италии с ваннами, к сожалению, очень большие проблемы. Кто живет в Италии, тот знает, что здесь у них в основном всегда просто душевая кабина. И когда я нахожу ванны, я просто безумно рада. Мне очень не хватает, в общем, знаете, вот это вот кайф, когда ты набираешь ванну с пеной и просто лежишь и кайфуешь, особенно зимой, когда холодно. Так что я сейчас знаю, чем я буду заниматься. Вид из окна у меня на какую-то непонятную вообще парковку, какая-то непонятная конструкция. Я вам уже сказала, что я нахожусь в этот раз в районе Милана, который называется City Life. Это новый современный район Милана, и он знаменит тем, что здесь такие 3 небоскреба находятся, 3 офисных здания, офисы очень крупных компаний, например, Allianz, PwC, Generali. И, собственно, вот завтра я пойду в офис к своему клиенту в один из этих небоскребов. Я первый раз, кстати, туда пойду, так что мне очень интересно посмотреть. Это не центр города, не центр Милана, поэтому я не ожидала, собственно, никакого красивого вида. А я пошла отдыхать. Пойду приму свою красивую ванну и лягу спать, потому что я, если честно, вообще прям подустала. Весь день какая-то беготня, еще это очень длинная дорога из Рима, поезд в итоге задержался на час, и потом такси, тут же на ужин. В общем, мне кажется, по мне видно прям, что я подустала, и завтра предстоит очень длинный, непростой день. Весь день с клиентами, с утра до вечера. Митинги, обеды, ужины. В общем, пошла я отдыхать и восстанавливаться перед тяжелым завтрашним днем. Все. Спокойной ночи. Посмотрим отсюда, что это за конструкция там такая. Очень интересно. Индустриальный Милан. Серенько, да? Прям очень серенько.
Я дома, наконец-то. Ну как дома? В отеле. Время уже почти 12 часов. Командировки — это всегда вот такой темп, что ты рано утром выходишь из дома, и потом возвращаешься только поздно, уже практически ночью. Спишь, утром опять рано встаешь, работаешь, едешь на вокзал или в аэропорт. В общем, интенсивные всегда такие дни, но интересные. Я очень довольна сегодняшним днем. Митинг прошел очень хорошо, ужин прошел прекрасно, как всегда, с этими клиентами. Мы работаем с ними ровно год, то есть в декабре прошлого года мы начали этот проект, и сейчас вот год спустя мы подводили итоги, планировали какие-то новые вещи, и мы с ними всегда очень здорово проводим время, они супер классные, супер милые. Вот реально всем бы таких клиентов. Вот они, причем у них интернациональная команда. Кто-то из Германии, кто-то из Франции, кто-то из Италии. Я пошла в душ и спать. Все, баста. Погодка в Миланске, конечно, солнца нет вообще. Вечно вот такая серость. Я уже от такого отвыкла. И когда в Риме несколько дней подряд не видно солнца, но такое, к счастью, бывает нечасто, но я реально все, я прям не могу, мне очень тяжело. Я прям настолько зависима от солнца. В Милане, я думаю, я бы, наверное, не смогла жить. Собственно, я по этой причине и переехала отчасти именно в Рим, потому что в Риме намного больше солнечных дней. Я в этот раз накосячила немного с тарифом своего билета на обратный поезд. Я взяла невозвратный тариф. Я не знаю вообще, как так получилось. Я всегда беру такой тариф, что ты можешь менять день и время отправления сколько угодно раз, то есть супер гибкий такой тариф, очень классный. Обычно мы командировки бронируем заранее, но ты никогда не знаешь, как у тебя могут поменяться планы, да, иногда нужно вернуться раньше, иногда позже. А в этот раз, то есть все, я вообще не могу ничего менять. Единственный вариант был это полностью там не сдавать билет, а покупать новый билет. Я такая, блин, ладно, окей, поэкономим немножечко деньги компании. Я не стала в итоге ничего менять. Но это значит, что теперь до 3 часов мне придется торчать в Милане. При этом я не могу пойти в офис. У нас есть в Милане офис, но проблема в том, что там сейчас ремонт, и туда вообще практически... Туда очень сложно попасть, нужно заранее, короче, бронировать место. Там всегда полно народу. Там вообще что-то странное происходит, и поэтому даже мои коллеги, которые живут в Милане, они практически сейчас не ходят в офис, все работают из дома. Поэтому я сейчас работаю из отеля, и буквально через пару часов у меня уже чекаут, мне нужно будет спускаться, делать чекаут, потом, наверное, не знаю, там еще часик я поработаю из лобби, и, собственно, все. В обед мне уже, наверное, нужно ехать на станцию. Я надеюсь, что сегодня не будет хотя бы никаких задержек, как было, когда мы ехали из Рима. Итак, мое рабочее место выглядит вот так вот. Собираю уже потихонечку чемодан и скоро выхожу.
Поезд в Рим тоже задерживается, пока что на 10 минут. Посмотрим, как будет дальше. Как всегда, какой-то хаос на вокзале, народу. Просто да. В общем, я уже нахожусь на станции Пирамиды, откуда я сейчас поеду к себе домой. И я не села, короче, в поезд, который отходил сейчас, потому что там вообще не было мест, куда сесть, а у меня чемодан и сумки, поэтому я решила ждать 20 минут следующий поезд. Эти трансферты, командировки всегда очень выматывают, но зато интересно, всегда новые впечатления, красивые места. И мне еще работать надо, потому что в поезде я вообще очень не люблю работать. Во-первых, меня напрягает, что впритык ко мне всегда сидят какие-то люди, которые смотрят в мой ноутбук, и я прям очень некомфортно себя чувствую. Поэтому я, если честно, в поезде всегда стараюсь прям по минимуму работать и заканчивать потом, если есть какие-то дела уже, когда возвращаюсь домой. Да, я сейчас приеду домой, и надо будет еще кое-что доделать. Хорошо, что завтра пятница. Ну и потом понедельник, вторник поработать и, наконец-то, отпуск.